есть, друзья. Ух ты, ух ты, ух ты. Что-то тянет не кисло так, а тут трава. Что делать, друзья? В траву заводит. Нужно с якоря сниматься. В траву завел. Кто-то клюнул с центра русла. Идет на меня, четко на меня идет. Всем привет, друзья! Ну что, пора открывать и лодочный сезон. Лодка уже на воде. Замок снят. Осталось только поставить весла выключены и начать нашу сегодняшнюю рыбалку. Вперед! Ну вот я и выплыл, друзья. Итак, сейчас я сплавлюсь вверх по течению на пару километров. И буду сплавляться вниз и облавливать перспективные места, заливы, береговые бровки, закоряженные участки. Буду облавливать я сегодня джигом. Цель моей сегодняшней рыбалки – рассказать вам о ловле джигом с офсетным крючком. Я буду использовать в основном приманки 3 дюйма, 4 дюйма. Буду использовать всевозможные твистера, виброхвосты, раки. И все эти приманки я буду оснащать офсетными крючками. Я вам расскажу в этом ролике, какие офсетные крючки я использую. Расскажу об одной фирме интересной крючков, японской, которая мало известна, но уже стала популярна у нас в Харьковской области. Это очень хорошие крючки, по качеству они такие же, как Декой, Гамакацу. Но об этом всем позже. Сейчас я буду сплавляться и ждите, начнем нашу ловлю. При ловле с офсетным крючком я использую 3 фирмы японских офсетных крючков. Это фирма Декой, фирма Гамакацу и фирма Exciter. В направлении производства и продажи офсетных крючков работает много фирм. Самые такие популярные крючки японские — это фирма Гамакацу, Декой, Овнер. Крючки этих компаний всегда в приоритете у знающих рыболовов. А вот, например, вот такие крючки, это тоже японские крючки, фирма Exciter. Они мало известны в рыболовном кругу. Но у нас в Харьковской области они уже набирают популярность. Это также такие же качественные и хорошие крючки, как и фирмы Декой, Гамакацу. Они очень острые, надежные. И ими пользуются не только любители, но и, конечно же, рыболовы-спортсмены. Есть. Кто-то клюнул с центра русла. Щучка. Идет на меня, четко на меня идет. Не останавливается. Вот она. Надо фрикцион попустить. Еще неплохая щука. Вот она какая. Ух ты, хорошая. Свечки делает тут. Еще флюр у нее за ус зашел. Может резануть. Я без подсака. Так. Подведем ее поближе, возьмем. Вот она какая. Вот так вот. Приманка у нас в пасти. Заглотила хорошо. Вот такая приманочка. Одел я офсетный крючок. Вел по траве. И такая вот замечательная рыба. Щучка. Сейчас будем фоткаться. Вот при ловле на офсетный крючок, перед тем как одеваем мы крючок наш, я вот сюда, вот в это место на крючок завожу такой вот резиновый стопорок для поплавков. Фото, пожалуйста, на экран. Получается, я этот стопорочек, их там в пачке 10 штучек, я его напополам. Я его разрезаю, и у меня получается 2 такие вот половинки. И я одну вот эту маленькую половиночку одеваю вот на крючок сюда, продеваю. Вот так вот. И уже рыбка здесь не будет спадать, она стопорит его резиновым таким стопорком. И потом уже додеваю крючок. И мы получаем вот такую вот оснастку.
Поймал я первую рыбку, щуку. Клюнула она с центра реки. Но у меня стоит поводок. Здесь у меня стоит безузловка. И она хорошо держит. Это лучше, чем узел. 0,4 тонкий шнур. И отлично. Пока еще не оборвался. Флюорокарбон у меня 0,35 НТ. Сейчас щука хорошо взяла. Я думал, срежет, но благополучно я ее достал. Не подвел этот флюорокарбон меня. Спиннинг я с собой взял Дайка Декстер до 10 грамм. Катушечка Шимана Сефия 3000. В общем, тот комплект, которым я с берега ловлю, я с ним и с лодки. Друзья, я проплыл уже немалое расстояние. У меня клюнула только одна щучка и было пару выходов неплохих окуней за приманкой. Сейчас перемещаюсь вниз по течению, облавливаю перспективные участки. Выскочила возле самой лодки уже небольшая щучка. Поставил приманку побольше, а оказалось она наоборот. Мелочь клюет. Еще и приманку сорвала. Офигеть. Вот так вот. Поймал приманку, можно сказать, на розовый грузик Днепросвинец. Приманки-то нет. Приманка на дно ушла, сорвала она ее. Вот такая щуренок такой. Так. Иди мамку зови. А приманка вон лежит под лодкой. Если вы увидите, вон она лежит на кустике. Сейчас попробовать ее раздеться, достать. Кто не знает, офсетные крючки принято разделять по номерам. То есть вот 6, 4, 2, 1. 6 это размер, то есть это маленькие крючки для ловли на микроджиг. 4, 2 идут уже по увеличению. Вот, например, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Это уже крючки под размер 3, 4, 5 дюймов приманки. А это ультралайтовые крючки. Вот, к примеру, такие виброхвосты в размерах 3, 4 дюйма. Я оснащаю вот такими вот офсетными крючками. То есть вот этот 4.0, размер 4.0 подходит под 4-дюймовый виброхвостик. Под вот такой фишаповский ушат. Вот под такой. Он хорошо подходит. Вот это вот двоечка, офсет. Двоечка. Подойдет уже вот под такие приманки. 3-дюймовые. Цена у них, конечно, очень доступная. Если, допустим, крючки такой фирмы стоят 80-100 гривен, то средняя цена крючков фирмы Exciter 40 гривен. То есть вполне доступная цена и очень качественный и хороший крючок. Друзья, сейчас как раз обеденное время, и рыба как-то перестала ловиться. Сейчас я остановился и решил сменить немного тактику, поставить поменьше приманки. Сейчас вот подберу. Так, где мои? Вот, буду ставить твистерки такие небольшие, 2,5 дюйма. И попробую такие вот 2,5 виброхвост фишап ушат. И также эти твистерки тоже фишаповские, Funky Grab. И хочу вес полегче поставить. Еще попробую сейчас поставить пассивные приманки, тоже такие больше к окуневым приближенные, к мелкой щучке. Попробую все-таки что-то поймать, пока до вечера, пока активность рыбы улучшится. Попробую на легкие веса и легкие приманки. Буду сейчас экспериментировать. Вот какое преимущество при ловле с офсетным крючком. Вы проходите все эти кусты, траву и не цепляетесь. Никакой воблер здесь не пройдет. Ну,
вы его сможете провести только над травой. Только активную щуку соблазнить, которая поднимется и клюнет. А джигом вы попадаете рыбе прямо под самый нос. Стоит себе щучка под кустом, а тут бац, ваша приманка падает ей под самый нос. Есть бойкая микрощучка. Ох и бойкая. Потянула как настоящая. Тоже рыба. Не всегда ж хорошая ловиться должна. Бывают и такие малыши. Вот это у меня поимка. Стрекозу поймал. На 1,5 грамма фиштейлик. Трубейт. Летит, за хвост поймал. Все, уморилась. Не, продолжает. О, какой уловчик. Ну что, отпустим такой улов? За хвост прям багранул в полете. Редкость. О. Лети. Вот так вот чудесно получилось у меня. Крючок отлично подошел. 2,5 дюйма. Крючок единичка. Вот еще есть место, чтобы при придавливании зубами рыба хорошо засеклась. Отличная форма крючка. Вот я на очередной точке. Здесь у меня ямка. Завальчик такой присутствует небольшой. Сейчас попробую обловлю завал со дна. Силикончиком постучу по дну и пробью, посмотрю, кто там живет в этой ямке. Есть, друзья! Ух ты, ух ты, ух ты! Что-то тянет не кисло так, а тут трава. Что делать, друзья, в траву заводит. Там ямка еще. Нужно с якоря сниматься. В траву завел. Блин! Ах, якорь, плохо, что я якорь на якоре был. Рыба еще там, по-моему. Так. Да, рыба еще там, это голавль. Вот он, красавчик. С травой. Сейчас я его возьму. Ух, какой красавец. Вот он. Ух, какой красавчик. Фух. Вот это адреналин. Сейчас я вам расскажу, как это было. В общем, стал я на повороте реки. Здесь идет трава и потом резко свал в ямку. Я поставил твистер фишаповский зеленого цвета. В общем, он там вот у него где-то в пасти глубоко. Сейчас будем доставать. Фух. И только я ждал, пока приманка пойдет на дно. Тут мощнейшая поклевка. Рыба завела в траву. Я подумал, что это щука килограмма на 2, если честно. Так, сейчас достанем его. Аж там, глубоко в пасти. Вот он. Вот, друзья, смотрите. Фишаповский твистерок Funky Grab. 2,5 дюйма. И вот такой красавец голавль клюнул. Даже я не ожидал, что он позарится на этот твистер. Класс. Просто класс. Ну что, друзья, такую рыбку, конечно же, отпустим. И попробую сейчас на то же место, попробую еще побросать. А рыбка пускай идет.
Друзья, решил провести небольшой конкурс. Разыграть 15 пачек крючков Exciter. Будет 3 призовых места по 5 пачек крючков. Конкурс будем проводить в Фейсбуке в нашей группе «Только спиннинг». Ссылка на группу будет под этим видео. Условия конкурса: нужно будет сделать репост этого ролика у себя на странице и держать его до тех пор, пока не выйдет новый ролик. И поставить плюсик в комментарии под этим видео, что вы участвуете. А в следующем видео мы разыграем эти крючки программой рандом, и 3 победителя получат по 5 пачек крючков. Так что участвуйте в конкурсе, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.